Из «Мести ситхов» мы знаем, что после дуэли с Оби-Ваном главной проблемой для Вейдера стали сильнейшие ожоги его тела и легких. Именно по этой причине ему и понадобился специальный костюм жизнеобеспечения. Если бы он смог избежать возгорания, то с технологиями того времени все утерянные конечности были бы попросту заменены кибернетическими протезами, а необходимость в подобном костюме и вовсе бы отпала. Давайте предположим, что так и случилось. И события действительно пошли по новому сценарию, в котором Энакин, на тот момент уже получивший имя Дарт Вейдер, не сгорел на Мустафаре, но лишь потерял свои конечности. Насколько сильно это изменило бы всю историю «Звездных войн». Друг, если тебе нравятся подобные видео, то прямо сейчас подписывайся на канал, чтобы в будущем не пропустить выход новых роликов, а мы продолжаем. Во время приказа 66 Энакин был близок к пику своей физической формы, и он знал это. А вот психологически все было с точностью да наоборот. Он находился в стрессовом состоянии и плохо контролировал свои эмоции. После того, как Энакин убил одного из величайших фехтовальщиков в галактике графа Дуку, а также многих рыцарей-джедаев при штурме храма, он, скорее всего, чувствовал себя непобедимым, и это сыграло с ним злую шутку. Гордость, высокомерие и излишняя самоуверенность стали главными причинами его поражения на Мустафаре. Наша альтернативная история начинается сразу после этой сцены. Ты недооцениваешь мою мощь! И не пытайся! Отрубив Энакину конечности, Оби-Ван оставляет его умирать на раскаленном песке, а сам спешно удаляется, забрав с собой его меч, поскольку уже слышит приближение имперского шаттла. Тело павшего на темную сторону джедая не успевает воспламениться, и вовремя подоспевший Палпатин доставляет своего раненого ученика на Корусант для проведения срочной операции. Не секрет, что основные функции костюма Вейдера были связаны с его жизнеобеспечением, поэтому теперь, когда тело и легкие Темного Лорда избежали повреждения огнем, необходимость в нем полностью отпала. Во вселенной «Звездных войн» бесчисленное количество персонажей теряли свои конечности и никогда не нуждались ни в чем другом, кроме как в установке протезов. То, что Вейдер никогда не наденет свой черный костюм, вероятно, изменит многое, и, в первую очередь, для него самого. В книге Джеймса Лусена «Темный повелитель. Восход Дарта Вейдера» подробнейшим образом описано, какой жуткий дискомфорт он приносил своему владельцу. Мы не будем сейчас останавливаться на этом подробно, поскольку на канале уже есть видео, посвященное данной теме. Скажем лишь, что его костюм был невыносимо болезненным, начиная с низкокачественных сплавов, использованных в его протезах, и заканчивая проводами, иглами и трубками, которые взаимодействовали с его телом. Особой проблемой стал дыхательный аппарат. Непрекращающееся дыхание в голос изводило его во время отдыха и сна, а сам сон, в те редкие моменты, когда он приходил, превращался в жуткую чехарду искаженных образов и воспоминаний. В отсутствии костюма о подобном дискомфорте не могло быть и речи, что могло прямо повлиять на связь Вейдера с темной стороной, поскольку он являлся несокрушимым убийцей джедаев во многом благодаря своей ненависти, которую и подпитывал его чрезвычайно неудобный костюм, приносящий постоянную боль. Помимо этого, он служил Темному Лорду напоминанием о поражении от рук Оби-Вана, вызывая в нем ярость, что делало его еще более могущественным. А вот без костюма у него могла быть уже не такая чистая связь с силой. Однако при всем этом нам важно помнить, каким потенциалом в силе обладал Энакин до его поединка на Мустафаре. По словам Джорджа Лукаса, по данному показателю он в 2 раза превосходил Дарта Сидиуса. Энакин как Скайуокер, как человек, должен был стать чрезвычайно могущественным. Но в итоге он потерял руки и ноги и стал отчасти роботом, поэтому многие из его способностей использовать силу на данный момент ограничены, потому что от него как живой формы осталось не так много.
Так что его способность быть вдвое лучше Императора исчезла, и теперь он может быть на 20% слабее Императора. Другими словами, в поединке с Оби-Ваном Вейдер потерял более половины своей способности использовать силу, примерно 60% от своего первоначального потенциала. А вот насколько он смог компенсировать такие потери и укрепить связь с силой за счет боли и страданий, причиняемых его костюмом, остается загадкой. Тем временем, наш альтернативный сценарий продолжается. После операции, на которой Темному Лорду установили кибернетические протезы, заменившие его отрубленные конечности, события происходят примерно так же, как и в оригинальной истории. Но с Вейдером, сохранившим публичную личность Энакина Скайуокера, героя «Войн клонов» и единственного джедая, который остался верен канцлеру, ставшему императором. Этот Вейдер менее жесток, чем его аналог в костюме, потому как у него уже есть сложившийся за годы имидж, который он обязан поддерживать. Однако ходят слухи об ужасном слуге императора, известном как Дарт Вейдер. Информации мало, поскольку после встречи с ним никто не выживает. Но поговаривают, что он страшнее самого генерала Скайуокера, и что его жертвами становятся те, кого император не может убить публично. Одежда Энакина будет мало чем отличаться от той, которую он носил во времена «Войн клонов», в то время как Вейдер выберет для себя плащ и, возможно, маску, чтобы скрывать свою личность. В итоге, никто так и не поймет, что бывший рыцарь-джедай пал на темную сторону и стал ситхом, принявшим имя Дарт Вейдер. В привычной нам оригинальной истории Темный Лорд ежедневно тратил часы, пытаясь восстановить свои обожженные легкие. Именно они мешали ему стать сильнее. Из-за них он был физически уязвим, и это сводило его с ума. Поэтому он много времени проводил в специально оборудованных сферических камерах, где активно лечился с помощью медитаций. Другим местом, где он чувствовал себя хоть немного человеком, была Бакта-камера, в которой он проходил восстановительные процедуры, как мы могли это видеть в «Изгое-1». В альтернативной истории такое лечение ему бы уже не потребовалось, и он мог использовать это время для обучения и тренировок, чтобы стать могущественнее, как ситх. Для него это действительно имело бы смысл, ведь не сгорев на Мустафаре и избежав заключения в свой костюм, Вейдер все еще будет нести в себе боль и гнев от смерти Падме, а также ненависть к Оби-Вану. А значит, его жажда власти и темная сторона останутся в нем очень сильны. И здесь мы подходим к самой важной сюжетной развилке, где события расходятся по двум совершенно разным сценариям. В первом из них Вейдер нападает на Палпатина, когда станет сильнее, мудрее и обретет уверенность в своих силах, пройдя по пути многих ситхов до него, которые также избавились от своих наставников, выбрав подходящий момент для атаки. Не исключено, что его план удастся, и он станет править галактикой как ситх, оставшись на темной стороне. Во втором случае мы увидим повторение сценария оригинальной трилогии, но с одним важным отличием. Вейдер уже не будет скован костюмом, а это, в свою очередь, может прямо повлиять на результат его поединка с Люком, но что гораздо важнее, на итог его противостояния с Дартом Сидиусом. Все потому, что костюм Дарта Вейдера являлся по сути сверхпроводником для силовых молний Палпатина, который специально создал такую уязвимость на случай, если Вейдер попытается его свергнуть, что и произошло в финале «Возвращения джедая». Когда Вейдер неожиданно атаковал Императора, тот выпустил в него молнии силы, которые серьезно повредили его систему жизнеобеспечения. Хотя дыхательный аппарат в какой-то степени продолжал работать, звук механизма превратился в неестественный хрип, означавший, что респиратор был сломан. И уже спустя несколько минут Вейдер умер на руках своего сына. В альтернативном сценарии, где у Темного Лорда нет костюма, такое развитие событий было бы невозможно. Конечно, Вейдер пострадает от ударов молний, так же, как и его сын Люк.
но вероятность смертельного исхода будет незначительной. Что же могло произойти дальше? Получивший искупление Энакин отправился бы на Эндор вместе с Люком, чтобы отпраздновать их совместную победу, чем вызвал бы шок у всех присутствующих, но после всех объяснений они бы приняли Энакина. Позже они бы научились воспринимать его таким, каким он был до Вейдера. И эти двое действительно могли бы править как отец и сын, восстановив мир и справедливость в галактике. Друзья, хотите больше подобных историй? Тогда ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал и напишите свой комментарий. Так мы узнаем, что ролик вам понравился. Спасибо за просмотр и до новых встреч в следующих видео.